Друзья, всем привет! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию обзор студийного конденсаторного USB микрофона Stack SU-SM50. Погнали! Сразу начнем с того, что ответим на вопрос многих интересующихся. Бывают ли USB-микрофоны с конденсаторным капсулем? Отвечаем, бывают. И один из самых распространенных, с которым нам доводилось встречаться, это был SE Electronics X1 USB. Неплохой был, кстати, микрофончик. А сегодня, друзья, у нас в гостях еще один экземпляр из этой же серии. Чтобы ни у кого никаких сомнений не возникало, мы его разобрали. Вот он. Пожалуйста, любуйтесь. Капсуль 34 мм в диаметре. Диафрагма позолоченная. Одним словом, все по-взрослому. Осталось только услышать, что и поет он тоже по-взрослому. Услышим. Теперь вот еще. Нам приходится читать сообщения от многих коллег и не только о том, что USB микрофоны с конденсаторным капсулем не бывают. Потому что в USB 5 вольт. О как! Ребят, давайте успокоимся и вспомним, например, про 220 вольт в автомобильном прикуривателе. Или еще что-нибудь подобное, где применяются умножители напряжения. А заодно вспомним и то, что 48 вольт это не приговор. Это всего лишь просто стандарт. Кстати, мы рассказывали об этом в одном из наших роликов. Так вот, то, что от 5 вольт можно совершенно спокойно сделать схему питания капсуля, даже и не сомневайтесь. И давайте ставить на этом точку. Теперь к микрофону. Кардиоидный, 30-18 тысяч Гц, 140 дБ по максимуму, 48 кГц 16 бит это про запись, ну и наконец 6800 это про деньги. Мониторинга здесь никакого нет, никаких ручек громкости тоже, поэтому все управление через компьютер. И немного забегая вперед, могу сказать, что при тестировании микрофона выяснилось, что для оптимального уровня записи было достаточно вывести громкость в Windows всего на 40 единиц. Это к тому, что наверняка кому-то приходилось сталкиваться с микрофонами, которые оживали на 80, а то и 90 с лишним единицах. Естественно, с хорошей порцией шума. Что касается комплектации, то это вот такой симпатичный паучок и надежный 2-метровый USB кабель. Все на этом. Теперь момент следующий. Чтобы понять и по достоинству оценить звук микрофона, тестовую часть лучше проводить в том числе и в сравнении с какими-то другими моделями, максимально похожими по каким-то характеристикам или просто близкими по цене. Мы выбрали парочку таковых. Это Marantz MPM 1000, который стоит таких же денег, который не USB и который имеет электретный капсуль 18 мм. И второй оппонент это Samson C01, который также подключается через XLR, также электретный и еще и на 1000 дешевле этих двух. И вот вопрос, корректно ли сравнивать электретные XLR с конденсаторным USB? Да кто его знает, но то, что это будет интересно, это точно. Да и в конце концов, может именно таким образом мы разрешим чьи-то споры на темы, что же все-таки лучше. Вот и давайте попробуем это выяснить. Для начала немного речи, там же внимательно послушаем собственный шум каждого микрофона, ну и попробуем немного попеть, чтобы картина была максимально понятной. Компания Stack – известный бельгийский мультибренд, имеющий филиалы во многих странах мира – в США, Германии, Швеции, Италии, Финляндии и Англии. Компания была основана в 1995 году в Брюсселе и на сегодняшний день производит широчайший спектр музыкального оборудования, начиная от недорогих гитар и ударных, заканчивая удобными кофрами и огромным ассортиментом различных аксессуаров. Продукция этой фирмы является чрезвычайно популярной в России, производится на нескольких заводах в Китае, что наилучшим образом влияет на формирование цены
и нисколько не сказывается на ухудшении качества инструментов и аксессуаров. Я постелю тебе под ноги небо, стань птицей, освободись. Я постелю тебе под ноги небо, только вернись, только вернись. Я заплету в твои волосы вечность, стань солнцем, светом взорвись. Я заплету в твои волосы вечность, только вернись, только вернись. Счастье нелегкое бремя, неблагодарная роль. Ты подарила мне время, я причинил тебе боль. Боль — это та же измена, душу свою не неволь. Ты подарила мне время, я причинил тебе боль. Друзья, на этом будем закругляться. Думаем, что вы услышали все, что нужно, и сделали какие-то выводы. Пишите нам, делитесь впечатлениями, а я желаю всем творческих успехов и до новых встреч на нашем канале. Ну, до свидания, наверное, на нем на одном надо сказать, да? Я постелю тебе под ноги небо, стань птицей. Еще раз сначала. Это убрать надо. Я не слышу себя вообще, и музыки тоже.